Какую одежду и обувь носить в холодное время года, если кожа и мех — это неэтично, а синтетика препятствует энергообмену? Старайтесь минимизировать количество синтетики. Но нужно понимать, если у вас нет возможности иметь непромокаемую, например, обувь из натуральных материалов, вам приходится использовать химические материалы. Но даже используя что-то взятое от природы и правильно это переработав, можно получить тот же результат, что при применении химии. Каждый раз, когда вы используете чью-то смерть, чьё-то страдание, это так или иначе вас коснется. Старайтесь эти вещи минимизировать и развивать те технологии, которые не связаны с этими страданиями. Если вы используете галоши, пока вы идете по воде, это применимо. Если вы постоянно живете в резине, то вы будете болеть и страдать. Вот сейчас, когда вы не можете изменить его мгновенно, старайтесь соизмерять разумное с доступным. Если вы будете стремиться использовать более эффективные естественные технологии, то и будут появляться люди, которые будут вам предлагать. Все зависит от вашей потребности и от вашего намерения. Всегда есть те, кто пытаются вас склонить в ту или иную сторону. Но если у вас есть четкое намерение покупать тот или иной ресурс, тот или иной продукт, соответствующий тем или иным качествам, то, собравшись в разумной группы, вы всегда найдете того, кто для вас это сделает. Все эти изменения, они в ваших руках, даже тогда, когда на вас оказывается давление. Можно ли использовать в одежде современные синтетические материалы, которые создаются из переработанного мусора, как вторичное сырье? Этот вопрос не будет отличаться от предыдущего, поскольку он хочет еще раз подчеркнуть, что применение любого неестественного материала будет влиять на ваш потенциал. Тут важен не сам факт мусора, поскольку при переработке мусора, как правило, меняется его структура. Большое еще влияние оказывает, кто это делает и что этот человек в это вкладывает, поскольку каждую продукцию еще заряжает тот человек, который ее изготавливает. Старайтесь уходить от синтетической одежды, насколько это возможно, и старайтесь не приносить страдания тех, кого вы используете для производства вашей одежды либо обуви. Многие вопросы можно урегулировать внутри самой природы, правильно перераспределив циклы. Для этого существуют технологии, а если их нет, то они будут вами разработаны, либо вам даны. Стремитесь в этом направлении, вы эти технологии либо сделаете сами, либо получите. Об этом он может сказать однозначно. Сам по себе мусор — это продукт остаточной жизнедеятельности, и не всегда он несет отрицательный фон. В основном отрицательный фон несут вещи, которые блокируют полевые структуры и которые связаны с какими-либо излучениями. В этих случаях нужно быть осторожным. Старайтесь использовать все то, что наиболее естественно и существует естественно для потребления формы, и вы сохраните ту энергию, которая вам нужна для того, чтобы изменить мир в той степени, чтобы он вас действительно устраивал, и вам не нужно было бы бороться с этим миром, друг с другом, а вы бы боролись только за свое самосовершенство. Правильно ли я поняла, что если в ткани частично есть натуральные материалы и частично синтетические волокна, то положительные свойства натуральных сводятся на ноль? Ситуация будет зависеть от того, кто изготовил это изделие, какая энергия в это вложена, правильно ли оно формы и каков состав наличия, то есть химических вещей, либо хлопковых. То есть существует полевая структура и химические изделия химической природы, они частично блокируют эти полевые структуры. Он хочет сказать, что не полностью блокируют, а только частично. Даже когда больше блокируют эти полевые структуры, зачастую вещи, связанные с металлом, либо объекты электронного производства, которые что-либо излучают какой-либо фон. Что касается той ситуации, что синтетика полностью уничтожает полевую оболочку человека, то это неправильно. И в зависимости от количества естественных препаратов, естественных элементов и формы, в которой они присутствуют,
Исходя из этого можно судить о том, в какой степени это полезно либо не полезно. Химические неестественные материалы создают определенную структуру пространства, то есть создают определенную сетку. И чем эта сетка более плотная, тем она больше деформирует поле. То есть чем больше естественных материалов, тем эта деформация меньше. Он однозначно хочет сказать, что полностью эффект натуральных вещей, присутствующих в химических продуктах, не обнуляет их возможности. Но если количество очень маленькое, то это просто не имеет принципиального значения. 10% добавка принципиально не изменит ситуацию.